Всем привет-привет! С вами Оксана, и сегодня я покажу, как связать детское платье на 1 годик, рост 80 сантиметров. У меня такое весеннее-осеннее платье с длинным рукавом. Если вы свяжете с коротким рукавчиком, то это будет уже летний вариант. По спинке идут пуговки, это все расстегивается, чтобы ребенку было удобно одевать. Росток азиатский и вот такой вот красивый ажурный реглан и ажурный низ юбочки. И давайте померяем. Длина платья, вот если полностью по переду замерять, то 42 сантиметра. Ширина по груди где-то 25-26 сантиметров. И от подмышки рукав, ну это можно регулировать, 17-18 сантиметров. Вот такое вот красивое платье связано. Подойдет как на весну, осень, лето, потому что пряжа у меня. Сейчас покажу, из чего я вязала его. Пряжа у меня вот такая вот Alize Cotton Gold Hobby. Моточки идут по 50 грамм. Пряжа мне пришла с интернет-магазина Бобин. У них продается упаковками пряжа. В упаковке 5 штук, 250 грамм. Мне ушло на платье 150 грамм. И 100 грамм как раз можно использовать, там топик связать или еще что-нибудь. Итак, под видео я оставлю промокод обязательно на скидку и ссылку на интернет-магазин. А сейчас давайте подробно рассмотрим пряжу. Alize Cotton Gold Hobby, 50 грамм, 165 метров. Это турецкая пряжа. Цвет номер 610, если не ошибаюсь здесь. Он почему так плохо видно? Да, 610 цвет. Ну и, конечно же, вот они рекомендации. Смотрите. Что рекомендуют здесь? Ручная стирка, но я стирала в стиральной машине. Спицы 3,5 пятерка, но так как я рыхло вяжу, я вязала на, сейчас скажу, вот, спицы у меня это Knit Pro кубические, номер 3 на леске. Леска у меня длинновата, конечно, лески хватит 60 сантиметров, у меня длинные. 3 моточка, вот достаточно, вот такой Alize Cotton Gold Hobby. И давайте перейдем, наверное, теперь к расчетам. Вот такие вот мои расчеты. Вы можете рассчитать на свой размер, хоть на какой, хоть на себя, хоть на ребенка. Спиц вот 3 миллиметра на 1 годик, пряжа Хобби, я написала 150 грамм, это 3 моточка. Образец 11 петель, вот он, я обвязала образец, померила, что в 11 петель в 5 сантиметрах у меня. И вот дальше. Обхват горловины, именно горловины, вот горловины, но не шеи. 30 сантиметров я взяла, можно под горлышко более плотнее. И теперь вот этот образец 11 петель 5 сантиметров, вот 11 разделила на 5 и умножила на 30 сантиметров, обхват горловины будет 66 петель. Реглан 1 петля, это 4 реглана, 4 петли. Теперь от вот этих 66 петель отняла 4, будет 62. 62 поделила на 3. Что такое 3? Это спинка, перед и 2 рукава. Рукав идет, 2 рукава идут как одна часть, поэтому делим на 3. Будет 20, 20, 22. 20 перед. Так как сзади застежка, то я 20 поделила пополам, по 10 петель уходит на 2 вот этих полочки. И 22 пополам, по 11 петель идут рукава. Застежка, вот эта планочка у меня состоит из 6 петель. 6 делим на 2, 3 петли добавляем с одной стороны, 3 другой. А 3 петли мы берем уже из вот этих 10 петель.
И считаем, сколько же мы должны набрать петель. Реглан 4 петли, рукава 2 по 11, 22 петли, перед 20 петель, спинка 2 по 13, 26 петель, кромочные 2 петли. И всего 74 петли мы должны сейчас набрать. На горловину вот эту мы набираем 74 петли и будем вязать платочная вязка. Вяжется сверху вниз, и по спинке идет азиатский росточек. Он небольшой, там всего пару сантиметров. Ну, как вы видите, вот сейчас платье лежит, и видно, что есть росток. Ну все, давайте, наверное, приступим уже к вязанию. Я набираю спиц на 2 спицы обычно. Так, складываем спицы, вот 2 вместе. Берем пряжу и набираем самым обычным способом. Так, конец к себе. 74 петли. Все уже, думаю, знают первую петля. И поехали набирать. 2, 3, 4, 5. Все, набираем 74 петли. Петли набраны. Вытягиваем одну спицу и вяжем 3 ряда платочной вязкой. В 4 ряду мы будем делать отверстие для пуговиц. Что такое платочная вязка? Мы вяжем только лицевыми петлями и с лицевой стороны, и с изнаночной стороны. Мы провязываем все лицевыми. Я сейчас провяжу 3 ряда. В общем, с лицевыми петлями вяжете только лицевыми туда-обратно 3 ряда. Все, провязываем самостоятельно 3 ряда. 3 ряда провязаны. В 4 ряду будем делать отверстие для пуговицы. Итак, первую петлю снимаем, 2 петля лицевая, 3 и 4 провязываем 2 вместе. И дальше можно либо сделать накид, либо вот поднять и вот провязать, смотря какое вам отверстие надо. Я хочу небольшое. И все. И дальше вяжем лицевыми петлями 4 ряд, разворачиваемся и довязываем 5 ряд лицевыми петлями. Здесь будет такое вот небольшое отверстие. Все, довязываем до конца 4 ряд и 5 ряд. Довязали и начинаем распределять регланные линии по схеме. Так, у нас полочка 13 петель и 1 кромочная, значит отсчитываем 14 петель от начала ряда. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ставим маркер. 1 петля реглана. Ставим маркер. Рукава 11 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ставим маркер. 1 петля реглан. Ставим маркер. Перед 20 петель. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ставим маркер. 1 петля реглан. Ставим маркер. Второй рукав 11 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ставим маркер. 1 петля реглана маркер, и должно остаться у нас 14 петель или петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. И я всегда отмечаю 6 петель, это у нас планки.
1 кромочная и 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ставлю маркер. Со второй стороны то же самое. 1 кромочная и 1, 2, 3, 4, 5, 6 петель. Ставлю маркер. Петли распределили и будем вязать реглан. Все, начинаем вязать. Вот так выглядит наш реглан схематично. Кругляшки это накиды, точка это наша регланная линия, которую мы отметили. Мы вот это все будем вязать в центре между маркерами. И начинаем вязать. Так. С лицевой стороны у нас все петли будут лицевыми. Планку мы вяжем всегда лицевыми петлями, чтобы была платочная, планка всегда лицевыми. Дальше вяжем лицевыми до первого маркера, до реглана. Провязываем. Потом можно маркеры эти убрать будет. Потом вы очень хорошо будете ориентироваться. Можно сразу убрать. Накид. Лицевая петля вяжем лицевой. Снимаем маркер. Накид. Если вы боитесь ошибиться, то оставьте маркеры. Вяжем петли рукавов. Сейчас я второй вот маркер, вот этот уберу. А на втором я буду показывать, как с маркерами уже работать. Довязали до маркера, перекидываем маркер, делаем накид, лицевая, накид, перекидываем маркер и дальше вяжем лицевыми. Это у нас петли спинки. Провязываем их. Потом дойдем до маркера и снова сделаем тоже так же. Накид, лицевая, накид. В обратную сторону все петли вяжутся изнаночными, кроме планки. Планка вяжется всегда лицевыми. Вот дошла до маркера. Накид, лицевая, накид, перекидываем маркер и лицевыми. Так довязываем до конца этот ряд. Это петли у нас рукавов 11 петель. Реглан состоит раппорт реглана из 7 рядов. Перекидываем маркер, накид, лицевая, накид, перекидываем маркер и петли полочки получается задней по спинке. Тоже вяжем все до конца лицевыми. Я сейчас с вами довяжу. Перекидываем маркер, чтобы знать, что здесь всегда у нас идут лицевые 6 петель. И последняя кромочная всегда вяжется изнаночной. Разворачиваем вязание. И в обратную сторону планку вяжем лицевыми, а все остальные петли будут у нас изнаночные. Здесь, видите, лицевые, перекидываем маркер, а дальше мы уже знаем, что здесь идут изнаночные петли. Накиды, все мы вяжем изнаночными. Перекидываем маркер, вот здесь накид, мы провязываем изнаночная, следующая изнаночная, изнаночная. И так довязываете до конца этот ряд. Все, довязывайте изнаночными. Я довязала и вяжем третий ряд реглана. Вяжем планку лицевыми. Перекидываем маркер, дальше вяжем лицевыми, петли я не считаю. И когда мы дойдем до накида, вот мы видим накид, мы до него дошли, видите, дырочки здесь. Мы делаем накид, вяжем 3 лицевые, 1, 2, 3 и накид. Дальше вяжем лицевыми. Но это если вы не поставили маркер. Если у вас стоят
маркеры, то все гораздо проще. Сейчас я вот дохожу до маркера. Я до него дошла, перекидываю маркер, сразу после него делаю накид. Дальше 3 лицевые. И перед маркером делаю снова накид, перекидываю маркер и дальше вяжу лицевые. Видите? Вот. Здесь после маркера накид, 3 лицевые, здесь перед маркером накид. Все. Довязываем те регланы то же самое и вяжем в обратную сторону. Все петли у нас вяжутся изнаночными, только планка вяжется лицевыми. Все, довязывайте этот ряд до конца, делайте накиды в каждом накиде, в каждом делайте регланы, в них делайте накиды и в обратную сторону. Я уже довязала край и 5-й ряд реглана. Я уже туда-обратно провязала. Смотрите, вот так у нас реглан получается. Делаем накид. Я дошла до реглана, чтобы ваше время не занимать. Уже все провязала. Делаем после маркера накид. 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5 и накид. Все, перекидываем маркер и вяжем лицевыми. Так мы провязываем каждый реглан. Вот такие отверстия у нас получаются. Довязываем этот ряд и в обратную сторону изнаночный ряд. И будем вязать уже 7-й ряд. Реглан, вот такие прибавки, как реглан из раппорта 7 рядов состоит. Сейчас мы провяжем 7 рядов и я покажу, как начать заново его. Он каждых 7 рядов начинается заново. 7-й ряд регланной линии. Вот что у нас уже. Снова после маркера мы делаем накид, провязываем 7 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, накид и вяжем до следующего реглана. Остальные регланы вяжутся точно так же. Вот наша елочка получается. Довязываем этот ряд, изнаночный ряд и будем начинать все заново. Смотрите, девочки, мы довязали раппорт реглана. Вот что у нас получилось. Вот по этой схеме, да, 7 рядов. И теперь мы начинаем все заново. Вот эту одну петлю отмеченную мы снова ее отмечаем. Вот, смотрите, где эта петля? Вот она наша, идет центральная петля. Вот, центральная петля. Мы переснимаем маркеры и выделяем эту снова одну центральную петлю. Все, вот так берем, переснимаем маркер. Пересняли, да, их вот он. Вот центр, очень хорошо видно, вот она петля. И начинаем все заново. Также от этой центральной петли идут накиды. Вот. Также от центральной петли идут накиды. Потом снова после маркера, перед маркером накид. Потом 3 лицевые посередине. Потом 5 лицевых между накидами. Потом 7 лицевых между накидами. И так мы вяжем нужную нам длину реглана. Вот. И будет вот такая вот как бы елочка. Все, довязываем. Ну, смотрите, как определить. Между вот спинка, да, и вы замеряете вот от этих центральных петель, да, ширину спинки. Сейчас я свяжу длину реглана и все вам наглядно покажу. Переснимаете снова обратно и давайте вот покажу. И снова начинаете точно так же. Под пуговицы, когда делать отверстие, я буду делать через 7 дорожек. Вот смотрите, 1, 2, 3, 4, 5 дорожек сделали уже. И когда будет 6-я либо 7-я дорожка, я думаю 6 хватит. Вот 1, 2, 3, 4, 5. Будет еще вот такая вот дорожка. Я сделаю отверстие следующее для пуговицы.
И вяжем нужную длину реглана. Это где-то 12-13 сантиметров, если на годовалого ребенка. Здесь, видите, вот регланные линии вы провязываете лицевыми их. Все, вот дошли до маркера, перекидываете маркер, делаете накид, лицевая, накид и вяжете дальше. Все. Видите, я вот эти петли уже прохожу. И вяжете регланную линию. Вот, и будут у нас вот такие вот елочки. Все, довязываем. Девочки, я совсем забыла. Мы ведь вяжем сзади застежку. И смотрите, я вывязала длину застежки. Это 1, 2, 3 отверстия для пуговок. Давайте я померяю, сколько это сантиметров. Вот если от начала брать, это где-то 10 сантиметров. И вот здесь у меня, ну, где-то через 14 рядов я примерно, вот 1, 2, 3, 4, 5, тут была 6-я дорожка, 12-14 рядов между пуговками. И вот здесь я провязала 1, 2, 3, где-то 6 рядов. И теперь нам надо это все соединить в круг и вязать. Вот реглан у нас тоже сейчас 10 сантиметров, надо нам его где-то 13 сантиметров. И потом будем вязать по кругу. Смотрите, пуговки у нас будут пришиваться на планке без отверстий, а планка с отверстиями будет поверх идти. Поэтому вот эти петли нам надо переснять на дополнительную спицу. Так, мы их переснимаем. И просто провяжем 2 вместе. И потом 3 сантиметра я по кругу где-то провяжу. И буду вязать дальше реглан через ряд прибавки. Также все сняла. Вот так прикладываем сверху. И начинаем вязать лицевыми. Но смотрите, вот здесь может образоваться отверстие. И как я здесь сделаю? Смотрите, сейчас поближе. Чтобы не было этого отверстия, я одену крайнюю петлю, заведу вот так нитку за нее и верну обратно. Вот эту петлю мы ее провязывать не будем, подтянем нитку и все, и провязываем вот 2 вместе лицевой, 2 петли провязываем вместе лицевой и снимаем следующие 2 петли с 2 спиц, захватываем и снимаем. Смотрите, здесь, здесь и вот сразу 2 провязываем, здесь, здесь провязываем, здесь, здесь провязываем, здесь, здесь провязываем и здесь тоже провязываем. Ну, здесь на одну больше петлю получается, так как у нас одна кромочная, но можно было одну сдвинуть. И мы отмечаем начало ряда. Ну, это, конечно, не важно сейчас, но для себя мы вот здесь должны отметить начало ряда. И все, и дальше начинаем вязать по кругу. Вот они у меня елочки, 1, 2, 3. Сейчас буду 4-ю елочку вязать, я ее довяжу и потом уже будем снимать петли рукавов. Сейчас довяжу вам и покажу тогда. А здесь все у нас будем вязать лицевой гладью, застежечка, все у нас сделано. Все, вяжем 13 сантиметров реглан. Смотрите, девочки, я провязала 1, 2, 3, 4 ряда елочек вот этих. И здесь вот провязала еще 1 лицевой ряд. И у меня получилась вот такая вот красота. Смотрите, регланная линия у меня где-то 12,5 сантиметров. И сейчас я сниму петли рукавов на отдельную вспомогательную нить. Вот так у нас это выглядит по спинке. И смотрите, вот она спинка. Одна петля, которая идет от реглана, вот она, вот эта одна петля, которую мы отделяли, она уходит у нас в рукав. Мы ее убираем в рукав и сейчас будем по спинке вязать росток. Только по спинке мы должны провязать 6 рядов. Итак, я дошла вот до петель рукава.
провязываем лицевую. Вот он маркер, вот она, одна центральная петля, она уходит в рукав. Я беру вспомогательную нитку и снимаю петли рукавов. Все. Сейчас я сниму петли рукавов на дополнительную нить. Вот так снимаем. Петли я сняла. И одна петля у меня ушла, вот эта реглана, тоже в рукав со второй стороны. Все. Здесь вот по спинке мы разворачиваем вязание. Вот видите, это спинка у нас только. Разворачиваем вязание, вяжем в обратную сторону. И тоже точно так же снимаем петли рукавов. Вот я отметила маркером. Это центральная петля, она уходит в рукав. Я изнаночными петлями вяжу в обратную сторону. И так я вяжу, ну, примерно 6, можно 8 рядов, смотря какой высоты вы хотите росток. Обычно 2-4 сантиметра, это где-то 6-8 рядов мне надо провязать. Но я, наверное, рядов 6 сейчас провяжу и посмотрю. Итак, я довяжу сейчас до второй вот этого маркера, сниму петли рукавов и покажу, и свяжу петли. Свяжу росток по спинке 6 рядов, 6-8, и покажу вам, что должно получиться. Довязываем. Смотрите, девочки, я провязала 5 рядов, и вот для чего мы вяжем росток. Если вот так сейчас вот соединить, и вот это вот углубление, вот оно, разница вот это, для этого мы вяжем росток, чтобы передняя часть стала более глубокой. И сейчас покажу по спинке. Петли рукавов мы уже, как вы видите, сняли. Здесь будут у меня пуговки. И вот так выглядит спинка. Вот я переверну. И вот эти 5 рядов, вот они. Можно, если вы хотите глубже спереди, чтобы было, можно здесь провязать еще. Я провязала 4 ряда, вернулась. И сейчас мы будем вязать по кругу. Я наберу под мышкой еще подрезы петли, но смотрите, как определить, сколько надо сантиметров. Берем сантиметр, замеряем ширину спинки, она у меня 25 сантиметров, да? Ну вот где-то, да, 25 даже с половиной, или даже 26. Смотрите. Обхват груди, замеряете обхват груди своего ребенка. Я посмотрела, обхват груди где-то 50-52 сантиметра, это как раз 25-26 сантиметров, да? Как раз по ширине я попала, если в обтяжку ребенку будет сверху платьишко. Но в обтяжку, вы же знаете, не носят, поэтому я добавлю по 2 петли. Смотрите, можете вот так померить. Если 2 петли с другой стороны, 2 петли с одной стороны, с другой, и 4 петли, это добавится у меня 3 сантиметра на свободное облегание. Если хотите побольше, 4 сантиметра на свободное облегание, то добавляете, так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 петли. Ну, 3 петли не добавляется, по 4 петли тогда вам придется добавить, но я добавляю 2 петли подрез. Вот здесь с краю я добавлю 2 петли и начинаю вязать лицевыми петлями по кругу, выходим туловище. Я провязываю сейчас петли переда, добавляю 2 петли, провяжу еще, ну, где-то 2 ряда лицевыми по кругу, и затем будем вот эти поясочек на груди делать, отделять подол юбки от верха платочной вязкой. Сейчас вот тут довяжу. Начало ряда можно взять либо по спинке серединку, либо сбоку. Ну, я, наверное, по спинке оставлю
начало ряда, как где у нас и было после планки. Смотрите, сейчас довязываю. 2 петли подреза не забываем. И вяжем теперь по кругу. Просто вытягиваем спицу и вяжем. Вот я дошла. Делаю 2 петли подрезов. Ой, так. Где вот у нас будет здесь начало ряда? Вот оно, я убрала маркер. Можно обратно поставить. Вот здесь у нас будет начало ряда. Вытаскиваем спицу. Можно, если короче есть спицы, взять короче спицы. Здесь, конечно, нежелательно вытаскивать спицу. Все. И замыкаем дальше и вяжем. Итак, я соединила все и вяжем по кругу. Ну, 2-4 ряда хватит. Может быть, сейчас 4 ряда провяжу. Провяжу сейчас 4 ряда лицевыми. Затем провяжу изнаночными ряд, лицевыми ряд и изнаночными петлями ряд. Чтобы был поясок. Я думаю, это я уже показывать не буду, но думаю, уже и так, да, знают, как вязать изнаночные петли. Для чего это? Вот, например, вы хотите 2 дорожки, да, изнаночных. Вот этих. Раз, два, да, будет лицевой вот ряд, изнаночный, лицевой, изнаночный ряд. Вот 2 дорожки. Либо можно 3 дорожки сделать, значит 3 ряда. Я, наверное, 3 дорожки сделаю. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночный. И закончу изнаночным, девочки, потому что в лицевом ряду мы будем добавлять петли. Значит, мы по 3 ряда должны провязать, чередуя изнаночный ряд, лицевой ряд, изнаночный ряд, лицевой ряд, изнаночный ряд, лицевой ряд. Сейчас я это провяжу и покажу. Смотрите, я довязала, вот что у меня получилось, как я и говорила. Видите, вот 4 ряда лицевых. Потом изнаночный ряд, лицевой ряд, изнаночный ряд, лицевой ряд и изнаночный ряд. Все. Дальше смотрите, мы будем вязать низ юбки. Вот таким вот узором. Вот он узор. Раппорт узора состоит из 12 петель. Сейчас у меня 109 петель. И смотрите, я 109 разделила на 12, это 9 раппортов будет, да? Я прибавила 3 раппорта. 3 умножить на 12 будет 36. 9 умножить на 12 будет 108 петель. Плюс 36, 144 петли мне надо. Но вы смотрите, если вы хотите пышную юбочку, можно добавить 5 раппортов, 4 раппорта, как вам нравится. Я добавлю 3 раппорта, это надо мне, чтобы было сейчас 144 петли. Это надо добавить 36 петель сейчас. Я 109 поделила на 36 петель, это будет 3. Что такое 3? Это прибавки примерно через 3 петли будут сейчас у меня до 144 петель. Что это значит? Я буду добавлять петли. Это у меня начало ряда. И как я буду прибавлять? Так, а где у меня маркер? Начало ряда отметить. И будем прибавки делать. Сейчас я увеличу вам. Так. И смотрите, будем вязать лицевыми петлями. Так, фокус. 1 лицевая мы сейчас провяжем, поднимаем петлю и делаем лицевую скрещенную прибавку. Сделали. Дальше 3 лицевые. 1, 2, 3. Поднимаем и вяжем лицевую скрещенную. Снова 1, 2, 3. Поднимаем и лицевую скрещенную. И так мы делаем прибавление, пока у нас не будет 144 петли. Сейчас у нас будет, я сделаю прибавку, будет 144
петли, провяжу один ряд лицевыми петлями после прибавки и будем вязать узор. Итак, делаем прибавки до 144 петель и провязываем один лицевой ряд. Прибавки сделаны, и сейчас у меня вот 144 петли и один ряд я провязала вот просто лицевыми петлями. И начинаем вязать узор. Вот он наш, вот он, вот узор. Я специально крупным планом, чтобы вы могли его перерисовать. Состоит из 12 петель и 10 рядов. Пустые клетки это лицевые ряды. Черточки это изнаночный ряд. Палочка это 2 петли с наклоном вправо. Кругляшок накид. Пустая клетка это лицевые петли. Здесь смотрите указан каждый ряд. Это ряд просто лицевой. Это ряд лицевой. Здесь 3 ряда лицевыми. И начинаем с первого ряда. Это изнаночный ряд. Итак, начинаем третий ряд вязать. Второй ряд мы уже провязали лицевыми петлями. И начинаем вязать третий ряд. Мы провяжем лицевая, 2 петли вместе, 2 петли вместе, накид, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, накид, 2 петли вместе, 2 петли вместе. Все. Начинаем вязать. Так. И вяжем. Итак, по узору у нас идет 1 лицевая. Дальше 2 петли вместе. Смотрите, куда ваши петли развернуты. У меня вот развернуты петли. Я 2 петли вместе провязываю за переднюю стенку, чтобы было вот с наклоном вправо. Потом снова 2 петли вместе. 2 раза подряд мы провязываем 2 петли вместе. Видите, получилось с наклоном. Потом 4 раза накид. Накид, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, накид. 4 раза накид. Раз. Так, где у нас тут? Раз, 2, 3, 4. 4 раза накид. С этой стороны надо, чтобы петли были развернуты. Я их вот таким вот образом разворачиваю и провязываю 2 вместе. И петля у нас вот, она развернута с наклоном влево. И так мы делаем 2 раза. Все, раппорт узора у нас закончен. И начинаем заново. 1 лицевая. 2 раза 2 петли вместе, раз, 2 петли вместе, второй раз 2 петли вместе, потом 4 раза накид, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая и накид. 4 раза и 2 раза по 2 петли вместе. Петли переворачиваем, если вы вяжете как я, лицевые. Все. Провязали, и так мы довязываем весь этот ряд. Смотрите, вот мы довязываем весь этот ряд. 4-й ряд у нас лицевой, 5-й ряд у нас точно такой, как 3-й ряд. Это вы уже сами будете вязать, потому что я вам уже показала. 5-й ряд точно такой, 6-й ряд все петли лицевые, и с вами встретимся в 7-м ряду. Довязывайте вот эти вот ряды. Чтоб не запутаться, можно через 12 петель поставить маркеры, чтобы отделить каждый раппорт друг от друга. Поэтому смотрите, как вам будет удобней. Все, довязываем до 7-го ряда. Смотрите, я дошла до 7-го ряда. Вот что у нас, какая красота получается. Давайте вот так сделаю. Увеличу. Вот, смотрите. Вот что у меня вышло. И сейчас будем вязать, вот он, 7-й ряд, лицевая, 2 петли вместе с наклоном вправо, 3 лицевых, накид, лицевая, накид, 3 лицевых и 2 петли с наклоном влево. И начинаем
вязать 7 ряд. 1 лицевая, 2 петли вместе с наклоном вправо за переднюю стенку. Видите, я ее провязала. Дальше 3 лицевые, 1, 2, 3. И вот здесь будет вот такая вот 1 лицевая идти. Вы хорошо будете видеть, правильно вы провязали или нет. Давайте еще поближе сделаю. Вот. Видите, вот она. 1 лицевая идет. И здесь отлично видно, что вот она 1 идет. И здесь будет накид, лицевая и накид. Дальше снова 3 лицевых. 1, 2, 3. И 2 петли вместе. Разворачиваем петли обязательно. И 2 петли вместе за заднюю стенку провязываем. Довязали. Снова потом лицевая. 2 петли вместе за переднюю стенку, чтобы была петля с наклоном вправо. 3 лицевые. 1, 2, 3. Вот она, наша центральная петля идет. Накид, лицевая, накид. 3 петли лицевые. 1, 2, 3. Здесь петли я разворачиваю и провязываю 2 вместе за заднюю стенку, чтобы вот так петли развернулись. Так что вот так мы довязываем до конца этот ряд. И вот такая красота у нас будет. И смотрите дальше, что у нас по схеме. Дальше мы провязываем 1, 2, 3 ряда лицевыми петлями. И первый ряд вот этот начинаем изнаночными петлями, провязываем весь ряд. И потом заново мы вот второй ряд провязываем лицевыми петлями. И начинаем наш узор. И так вяжем до нужной нам длины. А в конце, как мы сможем закончить? Мы провязываем. Вот видите, у нас здесь платочная вязка. И закончить мы должны точно так же. Платочной вязкой. Мы провяжем в конце изнаночный, лицевой, изнаночный ряд. И можем закрыть петли. И юбка у нас будет готова. Сколько сантиметров я буду вязать? Примерно на возраст 1 годик мне надо 25, наверное, сантиметров. Я сейчас свяжу и все вам покажу. Смотрите, девочки, довязала я длину. И тут вовсе, конечно, не 25 сантиметров. Я мерила ей где-то до колен. И это у меня я вязала 31 сантиметр. Наверное, видно? Вот 31. Это у меня 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 раппортов я связала. И вот связала дальше 3 ряда лицевых, 1 ряд изнаночных, 1 лицевой, 1 изнаночный, 1 лицевой, ряд изнаночный. И сейчас мы закроем петли. Вот красиво так получилось. И как я закрываю петли, сейчас вам покажу. Ряд закончен изнаночным, а закрываю самым обычным способом, ни иглой, ничего. Так, запуталось тут все. И давайте покажу. Как я закрываю? Закрываю лицевыми. Смотрите. Первая лицевая, вторая лицевая и протягиваем одну через другую. Снова лицевая и протягиваем. Но не затягивайте, чтобы, видите, прям свободно было, свободная петля. А то у вас будет как это снизу стянуто и некрасиво. А вот так вот легонечко. Видите, какие у меня петли? И вот такая вот косичка у вас получится. Все, закрываем петли и будем вязать рукава. Смотрите, девочки, связала я 1 рукав, но так как я вяжу для весны это платьишко, то у меня длинный рукавчик. Если вы будете летнее платье вязать, это платье можно вязать хоть летнее, хоть весеннее, хоть осеннее.
то можно сделать короткий рукавчик. Так как везде платочная вязка, здесь полосы, то на рукавах я тоже сделала вот такую вот платочную вязку. И смотрите, вот еще убавки. Вот они у меня убавочки через 10 рядов. Раз, два, три, 4 раза я убавляла. А здесь есть убавки через один ряд, когда я вязала именно изнаночными петлями. Провязала 1 изнаночная, 2 изнаночных вместе, 1 изнаночная, 2 изнаночных вместе. Следующий ряд лицевой, второй, потом ряд изнаночный, лицевой, изнаночный ряд, и снова таким же вот образом закрыла петли, как я показывала и по низу платьишка. И сейчас давайте вместе мы будем вязать второй рукав. Сейчас я пересняла петли, у меня здесь 45 петель. И будем поднимать петли подрезов. Сейчас я уберу эту ниточку. Да, совсем забыла. Давайте померяем рукавчик. Этот рукав у меня не на вырост, а вот именно без того, чтобы подворачивать. Вот 17 сантиметров, видите, у меня рукав. Да, вот 17 сантиметров рукав. Ширина 8 сантиметров после манжета, а сверху где-то 11. Все. Ну, могу вот здесь по верхней части еще 27 где-то с половиной сантиметров. Видите? Но это если вот от платочной вязки только вот лицевая гладь и манжет. Все, вот такая вот длина. И я убрала нитку и будем поднимать подрезы. Сейчас опущу камеру. Обычно всегда, когда я набираю подрезы на один рукав, я записываю, и потом второй рукав делаю точно так же. У вас может получиться другое количество петель. Так, я буду, как всегда, вязать по кругу и смотрим. Это у меня передняя часть. По передней части я набрала, сейчас посмотрю, получается 3 петли. Это 1 петля от подреза, значит, будет. Вот она. И вот здесь набираем вот 1 петлю, 2. Здесь потом это все стянется, и 3. Потом это скрещенное будет. Все, 3 петли по переду набрали. Здесь произвольно вы набираете, как вам нравится. Можно не здесь, а вот эту взять. Вот 1, 2. И вот здесь 3. Все. Потом это все сейчас покажу, как провязать. А по спинке 4 петли я взяла. Так вот перевернем. Давайте поближе вот так сделаю. 4 петли. Ну, значит, где-то вот здесь 1 будет. Потом где-то вот здесь 2 будет. И так, где-нибудь вот здесь 3 и 4 петля. Все, 4 петли набраны. У меня здесь 45 петель, и вот мы еще добрались 7 петель, да, петель. И начинаем вязать. Здесь будет у нас идти центр. Берем нитку и вяжем. Так, будут скрещенные сначала петли, вот эти, которые мы подобрали, мы им провяжем скрещенными. Вот 1 петля, 2, 3, а 4 петлю и вот эту петлю, вот которая у нас набранная от рукава, мы провяжем 2 вместе. Но смотрите, чтобы петля вот она развернутая, разворачиваем и провязываем 2 петли вместе. Все, провязали. Если тут какие-то дырочки образуются, значит распускайте и заново перенабирать. Или можно еще по-другому. Сейчас покажу как. Так, это все убираем. И можно здесь набрать крючком. Берем крючок и набираем. Крючком даже обычно аккуратнее получается. Давайте сейчас вот здесь 3 петли тогда тоже уберем. Это просто разные варианты, как можно набрать петли на подрезы здесь.
Все, вот распустила. Вот здесь идут, вот они, 2 петли, здесь вот крестики такие. Мы вводим в основание крестика, прям вот за 2, захватываем нитку. Вот берем нить, набрали 1 петлю. Так, чтобы здесь ничего не убежало. Так, давайте. Потом смотрим следующую, тоже здесь набираем. 2 петлю. Опа, убираем 2. Смотрим. Здесь 3 петлю набираем. Я не знаю, как я там 4 набрала, умудрилась. 3 набираем. 4. И вот все-таки здесь 5 у меня получается. 5. А вот здесь вот она идет, вот такая петля. Мы ее подхватываем и вот так протягиваем и одеваем обратно. Все. Мы набрали петли, да? Так, переодеваем с крючка, подтягиваем это все и начинаем вязать по кругу. Так, вот 1, 2, 3, 4, да, и вот 5. Но вот здесь мы 2 петли провяжем вместе, вот эти 2. Все получится 1, 2, 3, 4 и 2 вместе. Провязали и вяжем по кругу. И с той стороны сейчас тоже я доберу 3 петли. Обычно надо, чтобы одинаковое количество было петель. А вариантов поднятия петель, ну, как вам нравится, можно поднимать их там. Крючком обычно, да, аккуратнее получается, чем край петли мы будем, вот как в первом варианте я вам показала. Крючком аккуратнее выходит. Так, провязала, переворачиваем вязание, вяжем ведь Magic Loop. Так, сейчас вот так немножечко подниму, чтобы удобнее было видно. Вяжем дальше по кругу. И сейчас мы тут 1 петлю не дойдем, мы ее пропустим через ту другую петлю. И по переду я набрала 3 петли, получается. Так, вот 1 петля у нас осталась, я ее вот так переношу, не провязываю. И здесь надо набрать петли. Вот здесь есть такой переход обычно, вот он. Я подхватываю вот эту петлю последнюю и через него протягиваю. Все. Теперь эту петлю можно провязать лицевой. Так. Лицевой. А здесь петли мы поднимаем. Так. Раз. Здесь идет от накида, что ли, дырочка такая большая. Почему-то идет, видите? И надо, чтобы ее не было. Значит, мы между них вот так продеваем. Вот. Раз. Два. И 3. Все. 3 петли набраны. Переодеваем и начинаем вязать по кругу. Сейчас провязываю 10 рядов и делаю убавление. Все, здесь вяжется дальше все по кругу.
Это все подтянется. Вот с одной стороны, с другой стороны. Здесь тоже все подтянется потом. И сейчас покажу. Обычно, да, в этих подрезах у многих есть проблемы. И вот здесь я поднимала по-другому. Здесь вот идут, видите, вот эти ажур. И вот тут тоже, видите, дырочки. Но здесь дырочки, просто надо подтянуть нитку и подшить, если вдруг у вас прям большие дырочки. Там у меня нитка ослабилась еще с обратной стороны. Ее подтянуть надо будет. И можно подшить эти дырки. И все, и ничего страшного не будет. И вяжем по кругу. Потом вяжем 10 рядов. И вот они убавки. Здесь 2 петли идут посередине. И вот с одной стороны и со второй стороны убавки. И через каждые 10 рядов. Потом вяжем манжет. И платье будет наше готово. Смотрите, девочки, я довязала. Вот так выглядят сейчас подрезы. Вот этот подрез я набирала крючком. А вот этот, по-моему, да, спицами. Так что крючком аккуратнее. Вы видели, там были дырочки. Я их сейчас подшила, зашила. И вот так сейчас выглядят аккуратно подрезы. Платье у меня готово. Уже постирано. Стирала в стиральной машине. Прекрасно все стирается. Без проблем. Я его даже не отпаривала. Сейчас оно не в отпаренном виде, просто постиранное. Поэтому поддержите мой канал, обязательно поставьте лайк и до новых встреч. Всем пока-пока!